Следующие виджеты, с которыми познакомимся, это графики. Открываем меню графики и смотрим на типы графиков. Графики бывают с барами, со столбиками, с линиями, с площадями. И есть мини-графики. На самом деле это все один и тот же график. Просто за счет разных настроек вы можете из него сделать какой угодно. Итак, нажимаем на любой график. ОК. Он создается на активной доске, открываются его настройки. Так же, как и для виджетов индикаторов, сперва выбираем устройство, наш энергомонитор, и выбираем данные, которые мы хотим на этом графике отобразить. Например, напряжение. Символ данных, вольты. В легенде прописываем его название, например, voltage L1, то есть напряжение для первой линии или первой фазы. Цвет, прозрачность и тип графика. Типы бывают разные. Это может быть линия, может быть площадь, может быть столбик, бар. Бары могут располагаться рядом или располагаться друг над дружкой. Также есть невидимый тип графика. Пока оставим линию и посмотрим, какие бывают типы линии. Острая, сглаженная и шаговая. Определим толщину. Арифметическая операция нас пока не интересует. И количество знаков после запятой. Все очень похоже на настройки для индикаторов. Но есть еще отступ сверху и снизу. Это отступ примерно в процентах над и под графиком. Если вы хотите, чтобы график всегда у вас стартовал с нулевой отметки, то отступ снизу выставляем как 0. Нажимаем «Применить» и видим линию нашего напряжения. В данном случае, так как мы поставили отступ снизу 0, то у нас присутствует нулевой уровень, и поэтому график находится в верхней части и почти не видно колебаний. Чтобы это устранить, открываем настройки и ставим отступ снизу примерно 10%. Нажимаем «Применить». В этом случае мы уже очень хорошо видим все колебания нашего напряжения на первой линии. Заходим опять в настройки. Нажимаем «Создать новую закладку». Он скопировал все данные с предыдущей. Выбираем теперь, что это будет напряжение уже на второй фазе или линии. Меняем название на L2 и меняем цвет. Добавляем еще одну закладку. Выбираем напряжение на третьей фазе. Меняем название и цвет. Все, готово. Смотрим, что у нас получился. Получился график наших напряжений. Посмотрим, какие есть инструменты для управления графиками. Переключение интервалов. Минутный интервал, часовой, дневной, недельный, месячный. Что это такое? Когда вы смотрите минутный интервал, то это данные в режиме реального времени практически. Когда вы смотрите часовой или дневной, то это среднее арифметическое напряжение. Интервал можно установить в календаре. Можно использовать перемещение по временному интервалу. И можно увеличить либо уменьшить масштаб нашего графика. Если вы работаете за персональным компьютером и у вас есть клавиатура, то, удерживая кнопку Shift, можно выделить необходимую область и сразу увеличить ее на всю ширину графика. Большая кнопка «Сейчас», так же как и в табличном виджете, перемещает график к текущим данным, и они меняются в режиме реального времени. Переместим график в нужное его положение, установим его размер и сохраним настройки. Теперь давайте добавим на график еще несколько данных. Заходим в настройки, говорим «Добавить», плюсик, и выбираем уже не напряжение, а выбираем мощность или потребленное электричество на первой линии. Выбираем L1 Power. В качестве символа вводим ватты или ватт-часы, к примеру. В легенде пишем, что это Power L1 и устанавливаем цвет. Теперь смотрим тип графика. Если это ватт-часы, то удобнее его мониторить в виде столбиков. Выбираем бары. Стиль линии пропадает. Толщина для баров лучше поставить пока 0. Поля — это расстояние между барами. Дальше идет арифметическая операция. Если мы ее не выбрали, то мощность у нас будет в ваттах, или в ватт-часах, если мы будем мониторить интервалы в виде часового или дневного. Если мы выберем арифметическую операцию «разделить»
и выберем разделить на 1000, то в этом случае у нас уже данные будут не в ваттах, а в киловаттах. Соответственно, изменим и символ наших значений. Также удобно для мощности оставить возможность видеть нулевой интервал. Нажимаем «Применить» и видим столбики нашей мощности. Но выглядит все не очень красиво. Подумаем, почему. На самом деле и напряжение, и мощность у нас привязаны к одной шкале данных вертикальной. И, соответственно, если мощность у нас меняется в ваттах, видим от 0 до 26 ватт, то напряжение у нас всегда колеблется в районе 220. Соответственно, столбики будут находиться в нижней части графика, и это будет не очень красиво смотреться и малоэффективно для анализа. Поэтому зайдем в настройки и посмотрим, что можно сделать. Смотрим на такой параметр, как ось. Соответственно, выбирая какие-то данные, мы можем привязать их либо к правой, либо к левой оси. Если напряжение у нас привязано к правой оси, то мощность логичнее привязать к левой оси. Нажимаем «Применить» и видим, что все уже кардинально поменялось. Напряжение у нас привязано к правой оси, а мощность привязана к левой оси. И, соответственно, видим, что цена осей уже разная. Напряжение колеблется там от 218 до 220 вольт, а мощность колеблется от 0 до 25 киловатт. Зайдем еще раз в настройки и добавим мощность уже для второй и для третьей фазы. Выберем цвет. И изменим легенду. Это у нас третья и вторая. Нажимаем «Применить». Видим, что каждый столбик состоит из нескольких цветов первой, и второй, и третьей фазы. Но для удобства можно их вывести в отдельные столбики. Этот тип называется бары рядом. Заходим в мощность и выбираем бары рядом. 1, 2 и третья линия. Применить. Все. В этом случае график уже гораздо более информативный. Мы видим и все колебания по напряжению, и колебания по мощности по каждой из линий. И еще один интересный тип графика для мощности – это столбики накопления. Заходим в настройки и выбираем такой тип графика, как бары накопления. Смотрим, что у нас получилось. Каждый интервал теперь у нас представлен всего одним столбиком. Причем высота этого столбика – это сумма потребления по всем трем фазам, а сам столбик состоит из трех частей. Каждая часть – это потребление по одной из конкретных фаз. Остановим курсор над одним из столбиком, и появится всплывающая подсказка, где будет подробная информация о всех данных данного интервала. Давайте немножко изменим внешний вид нашего графика. Сделаем дубликат, откорректируем его размеры, местоположение и зайдем в меню «Оси» и «Типс». Тут мы можем отключить левую и правую вертикальные оси данных, а также ось времени. Давайте отключим оси данных. Видим, график стал занимать гораздо больше площади. Можно отключить легенду, это можно сделать кнопкой или через меню. А также можно отключить видимость самих кнопок. Давайте еще зайдем в настройки и уберем напряжение. И подкорректируем цвета для нашего графика. После того, как вы все сделали, не забываем сохранить настройки.